Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Прекращение поставок газа из РФ будет стоить Венгрии 1,5 миллиарда евро в год. Венгрия будет выступать против реализации дорожной карты Еврокомиссии по отказу от российского газа, нефти и урана, считая это опасной инициативой. Александр, а что это у нас Европа так осмелела, что решила отказаться вообще от всего? Давайте с циферок начнем. Сразу, кстати, порекомендую, у меня статья быстренько вот вышла как раз после принятия этой самой дорожной карты на Инфотеке. На сайт Инфотек заходите, там масса статей, Борис Леонидович там тоже публикуется. Читайте, наслаждайтесь, просвещайтесь. А теперь про цифры. В прошлом году, по данным Еврокомиссии, которые приводятся в этой самой дорожной карте, из России в Европу было поставлено 52 миллиарда кубических метров. Большая часть по газопроводам, но где-то 20 миллиардов кубических метров в сжиженном виде. В текущем году по прогнозу Еврокомиссии, который опять же прописан в этой самой дорожной карте, поставки из России должны увеличиться, прошу прощения, должны уменьшиться до 36,5 миллиардов кубических метров. Ну, собственно, мы уже высказывали, по-моему, пару раз мысль, что в текущем году, ну, где-то 40 миллиардов, если будет, то это, в принципе, хорошо. Ну вот, Еврокомиссия рассчитывает на то, что будет 36,5. В данном случае не суть важно, будет ли ровно 36,5, будет ли там 40, 42, 43. Очевидно, что будет меньше, чем было год назад. По той причине, что украинский транзит прекратился, и даже если сейчас его начнут, ну, вдруг волшебство случилось, и начали транзит газа через Украину, то нагнать те объемы, которые уже потеряны за первые 4 месяца, будет невозможно. Поэтому в текущем году, да, будет поставлено меньше, чем в прошлом. Ну, а при сохранении текущего положения дел до 2027 года поставки из России в страны Европейского Союза, а сейчас 10 стран Европейского Союза покупают так или иначе российский газ. Венгрия одна из них. Так вот, до 2027 года наши поставки будут где-то в районе 40 миллиардов кубов. И по мнению Еврокомиссии, которая прописывается в этой самой дорожной карте, всех спасут, во-первых, возобновляемые источники энергии, во-вторых, всех спасет экономия, которая будет достигаться в том числе, ну, кроме того, что ВИА будут замещать газ, по мнению членов Еврокомиссии, или тех, кто писал текст этой самой дорожной карты. Вы, если что, кстати, ко мне... Нативная реклама, знаете. В телеграм-канал заходите, там прям ссылка на эту самую дорожную карту с хихоньками, хахоньками, в общем, все как вы любите. Так вот, в этой самой дорожной карте буквально прописано, что мы сократим потребление газа за счет ВИА, за счет роста энергоэффективности. Ну, а если вдруг что-то пойдет не так, то будет избыток предложения на мировом рынке. Заметьте, даже до Еврокомиссии дошло, хотя Еврокомиссия, как правило, в отношении энергетики выступает с позиции жирафа. Знаете, не в том смысле, что жираф большой, ему видней, а в том смысле, что пока до них дойдет, пройдет довольно много времени. И если опираться на предположение Еврокомиссии о снижении спроса на газ, то надо сказать, что без российских объемов можно будет легко обойтись. Ведь сокращение, которое запланировано к 2027 году, должно составить порядка 40-50 миллиардов кубов. А к 2030 году все 100 миллиардов можно сократить. Для понимания масштабов, в прошлом году потребление газа в Евросоюзе составило где-то 332 миллиарда кубов. Минус 50 миллиардов. Это и российские объемы выбрасываются, и еще какие-то тоже выбрасываются. Плюс ко всему, отмечает Еврокомиссия, у нас внутренняя добыча вырастет. Вот, скоро, на этот раз точно, в Румынии начнут добывать газ. Новые объемы на новом месторождении. 8 миллиардов кубических метров. Как вольются в нашу газотранспортную систему. Ух, будет замечательно. Соответственно, мы еще и импорт снизим ускоренными темпами. То есть суммарное сокращение спроса и ускоренное сокращение импорта за счет роста собственной добычи.
Тут замечу следующее. Вот почему-то Сиярто недоволен все равно. То есть, видимо, по мысли Сиярто что-то здесь не так. А что здесь не так? Давайте поясню. Во-первых, Еврокомиссия исходит из средней температуры по больнице. То есть 40, представим, что они правы, 40-50 миллиардов кубов сокращения – это размазанный объем на все 27 стран Европейского Союза. И очевидно, что наибольшее снижение будет приходиться, если следовать этой логике. Если предполагать, что эта логика верна, то даже в ее рамках основное снижение будет приходиться на те страны, где возобновляемые источники энергии уже занимают заметные крупные позиции. Это Германия, это Испания и ряд других государств. Можно еще Португалию назвать, Данию назвать, но мы их называть не будем, потому что Испании уже хватит для того, чтобы создать неблагоприятное впечатление всей этой возобновляемой истории в том контексте, в котором ее предлагают воспринимать уважаемые кем-то господа из Еврокомиссии. Так вот, вот эти 40-50 миллиардов кубов – это не сокращение в странах, которые покупают российский газ. Это сокращение вообще. А страны, которые покупают российский газ, еще раз, это 10 стран, будут вынуждены, пусть не намного, но платить больше. Тут я не соглашусь с господином Сиярто в его выкладках, что он будет, ну не он, а Венгрия, будет переплачивать там 1,5 миллиарда евро. Мы не знаем, сколько они будут переплачивать. То есть, учитывая, что цена российского газа преимущественно, если мы говорим про газопроводные поставки, и выносим за скобки СПГ, вот вынесли за скобки СПГ, его не трогаем, там и спотовая торговля, там вот все на свете имеет место. Берем газотранспортные маршруты, точнее один газотранспортный маршрут, который сейчас обеспечивает поставки газа в ту же самую Венгрию, в Словакию и в ряд других стран. Там газ идет с биржевой привязкой. Цена газа зависит от биржевых котировок в Европейском Союзе. Однако, есть некоторые составляющие, которые для конечного потребителя этот газ делают более привлекательным при прочих равных условиях. И чуть более дешевым, чем газ, купленный с терминала, буквально купленный с терминала, привезенный в сжиженном виде и поставленный вам. Там маржинальность будет и при тех, и при других поставках для поставщика. Может быть даже одинаковая, но конечная цена может изменяться. Ну, то есть СПГ, он действительно может быть дороже, хотя цена привязана к биржевым котировкам. Не принципиально дороже, но все-таки. Тут можно сослаться, что вот сейчас мы покупаем газ, допустим, примерно, по 280 евро за 1000 кубов, а нам предложат платить 400. Это ж мы сколько переплатим, если мы потребляем 9-10 миллиардов кубов, ну, что-то типа 1,5 миллиарда, вот где-то так переплаты набежит примерно. Вот если очень захотеть, вот как-то так красиво посчитать, вот что-то такое у вас выйдет. Вот. Лучше, конечно, взять 250 евро за 1000 кубов газопроводных поставок, а там 400, а лучше 400 с лишним, там вообще прекрасно будет. Ну, при желании вы можете объяснить, точнее, министр энергетики, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии может объяснить наверняка, почему именно 1,5 миллиарда переплаты. Но я замечу, что это не натягивание, конечно, совы на глобус, но это вот, скажем так, это информация, которая интересна в моменте. Это не точный экономический расчет, опирающийся на 100% вероятное развитие событий в будущем, потому что никто не знает, какой будет цена. И вот тут мы приходим ко второй составляющей, на которой настаивает Европейский Союз. На избытке предложения. Мы не раз за последние года 2 касались этой темы. Притом уже отмечали, что если раньше предполагалось, что избыток предложения на мировом рынке сжиженного природного газа может возникнуть с 25 по 27 год, то сейчас сроки сдвинулись на 26-28 годы. Почему сдвинулись сроки? Например, в прошлом году на 3 года
был перенесен ввод в эксплуатацию довольно крупного предприятия Golden Pass, если я правильно помню, довольно крупного предприятия по производству по сжижению газа на территории Соединенных Штатов. Ну, это вот как яркий пример того, почему вот эти как бы избытки предложения не наступают, когда мы говорим, вот смотрите, 25-й год, создаются риски. Но кто-то на них посмотрел, на эти риски, и сказал, вы знаете, у нас есть благоприятный предлог, чтобы перенести ввод в эксплуатацию нашего проекта, потому что если мы его введем сейчас, то, ну, есть вероятность, что денежек мы заработаем не столько, сколько нам хотелось бы. Это если немного упростить и не углубляться, потому что формат наших роликов не позволяет вот прям углубиться в этот вопрос. В общих чертах обрисовываю ситуацию. То есть сейчас предполагается, что ввод в эксплуатацию, массовый ввод в эксплуатацию новых проектов начнется с 2026 года. Понятно, и в 2025 году ряд проектов будет введен в эксплуатацию в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Но тут вот какой момент. Мы упираемся в вопрос спроса. Спрос сейчас растет в первую очередь за счет Азиатско-Тихоокеанского региона, но также спрос мировой на газ, не конкретно на СПГ, а вот на газ вообще. Спрос растет и в Европейском Союзе. Поэтому, когда господа в Еврокомиссии, видимо, опираясь на данные, ну, предполагая, что нормой является ситуация 22-23 года, то есть нормой является ситуация, которая была связана с острой фазой кризиса и энергетического, и политического. Ну, вот для них это норма. А рост, скажем, закупок российского газа в 2024 году – это аномалия. И частичное восстановление спроса, которое наблюдается последние месяцы в Европейском Союзе, видимо, тоже воспринимается как аномалия. Но вот с этой аномалией я предлагаю разобраться прямо сейчас. А с чем в первую очередь связана эта аномалия? Ну, ряд экспертов говорят, что у некоторых стран Европейского Союза улучшилась ситуация с промышленностью. То есть там промышленные потребители начали, ну, по мере вот нормализации и стабилизации цен увеличивать закупку газа, ну, и нагружать свои мощности. Да, окей, принимается. Но если мы посмотрим, скажем, на первые 4 месяца 2025 года, то мы увидим интересную штуку, на которую стоило бы посмотреть господам из Еврокомиссии и дамам тоже. Это ничего страшного, дамам тоже можно на эту штуку посмотреть. Так вот, можно посмотреть господам из Еврокомиссии на эту интересную штуку. Штука заключается вот в чем. Несмотря на увеличение установленной мощности ветроэлектростанций в 2024 году, и несмотря на то, что установленная мощность, соответственно, в начале 2025 года была больше, чем в начале 2024 года, объем производства электрической энергии на ветроэлектростанциях за первые 4 месяца 2025 года сократился. И увеличилось производство электрической энергии на газовых электростанциях. Притом увеличилось до событий в Португалии и Испании, где пришлось прям нагрузить газовую генерацию для того, чтобы перезапустить энергосистему. И вот эта ситуация прозрачно нам намекает на то, что аномалия, видимо, ну, по мнению Еврокомиссии, 2021 года, когда рост установленной мощности не привел к увеличению производства электрической энергии на ветроэлектростанциях в критически важные моменты, зимой и летом того самого 2021 года. Так вот, эта ситуация – это не аномалия. Это ситуация, которая будет неизбежно периодически повторяться. И нет никаких гарантий, что вы, увеличив долю возобновляемых источников, получите сокращение спроса на газ. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, и на телеграм-канал Инфотек подпишитесь. В общем, знаете, 3 телеграм-канала оставьте. Геоэнергетика, Инфотек и нефтегазовая игра. И все. Вот прям достаточно будет. Ладно, на этой оптимистической ноте всего хорошего. До свидания.